меня бабушка маленький был когда. Угу. Мы же все бегали с Юркой, там, с Олежкой, с тобой-то в Раздольнске, а бабушка с Мотыгина. Я вот на каникулах когда был, мы все на Ангару купаться с утра до ночи. Я тогда, она мне говорит, я тогда ее, понятно, что я понять не мог, щегол. Она мне говорит, вот ты все носишься туда-сюда, но она фронтовым матом ругалась. Она же фронтовик. Ну, у тебя сварщик был? Она сварщик профессиональный. В 14 лет. Интересно. Вот она осталась одна в 14 лет, это перед войной. Отец у нее был австриец, мой прадед, Жозеф тот. В 1914 году, когда Первая мировая началась, потому что немцы начали. Ну там история, какие пусть разбираются, нам как официально вообще. Ну а ему уже на тот момент было, пускай, года 24. Ну тогда 24 года, это как сейчас 44 мужик выглядит, понимаешь? Это как вот. И он был сапожник профессиональный, жил в Австрии, в Вене. Улица Розенштайн-Гассе 1, дом. Вот у нас мы искали, родственников в 90-е. Единственная фотография его сохранилась. Получается, потомок австрийца? Да, отчасти, да, по маминой линии. У него, это помнишь, эти вот в Первую мировую так каски такие с колышками были? Конечно. Пикельхелем. Ну, обычная штильхелем немецкая, а это пикельхелем. Получается, кайзерская армия. Кайзеровская, да. Кайзерская, да? Тогда была Австрия, Германия, они разные были страны. Это потом Гитлер аншлюз объединит там цветочная война, это потом будет. Как объединит? Войдет, просто присоединит все. Это будет потом, это задолго. Да, вот он в Первую мировую. Его, значит, по мобилизации призвали. И он попал, пускай год, может, полтора он отвоевал, и в плен попал. По-моему, во время Брусиловского прорыва. Знаешь, слышал, да, Брусиловский прорыв? Ну, ты мне рассказал. Генерал Брусилов наш. Угу. Там, правда, положили много наших солдат, но сделали, как говорится. Вот. И он попал в плен, его отдали в батраки поляку, пану Подживатовскому. А у пана Подживатовского дочка Татьяна. Ну и Подживатовский-то он сам поляк, видит австриец. А вот дед, прадед, у него же ремесла. И он обувь, то есть он все мог делать. Ну, помимо всего прочего, он был разносторонний человек в этом отношении. Это бабушка рассказывала, его дочь, моя бабушка, она его дочь. Я-то его не застал, понятно. Почему она-то осталась в 14 лет одна? Он еще, может быть, живой был. Почему он все умел делать, сапожник был профессиональный. И она говорит, когда они жили под Омском, его сослали под Омск, он женился на Татьяне, вот на дочери Подживатовского, коему был отдан в батраки. И оказались они с ней под Омском, деревня Бергамак. Вот там они жили. И два огорода, один, значит, у них там овощи, всякое, другой коноплей заросший, там с него били масло, семян, там жом этот весь, в общем, материал, все. Ну, то есть он был хозяйственный. Скот у них был много, их там было несколько сестер. Татьяна-то потом померла, а он оставался с ними. И вот она говорит, характерно, он говорит, не матерился, Жозеф. Он уже русский уже, говорит, освоил. Потому что если мы берем 14 год, а сошлют его обратно в Германию где-то, пускай в 30 плюс, там 39, там 38, такое время. В общем, перед Великой Отечественной. Видимо, как ненадежных, что они бывшие там эти самые немцы. Ага. Хотя это было до Гитлера, они еще воевали, как при Кайзере. Это самое. Ну и в общем. И говорили в деревне про Жозефа. Обувь делает. Вот он же сапожник в Австрии был. И вот он в Омске, под Омском в деревне, в Бергамаке. Обувь, говорит, делает как игрушки. Она не то, что там на выставку, она практичная, ее можно носить, и она рабочая, но она так выглядит, у них уже был стиль. Они же нас в этом отношении опережали, как есть, что тут греха-то. И как игрушки, говорит, даже, говорит, по нашим, говорит, хлябям ходить, говорит, как-то, куда деваться, а обувь крепкая. И вот он, говорит, не матерился.
Он маты, говорит, наши не перенял. Самое у него было, видимо, еще немецкое осталось. Там, у них кто там швайна что-нибудь, ну там, да, свиньи. Вот свинячий рыл. Вот если он на кого-нибудь ругал свинячий рыл, это значит, как по-русски обругать самым страшным трехэтажным матом. Но правда, бабка Лава, его дочь пошла не в него. Она потом пройдет Великую Отечественную, пройдет тяжелую работу в мужском коллективе, 14 лет. 12-часовой рабочий день, попробуй опоздай. Она один раз опоздала на 40 минут. Проспала, ну девчонка. Она уже на тот момент была профессионал. У нас снаряды делала в этом, где мы работали с тобой, в полисе, Сафрудник. Мгм. Ну только мы не на я Сафруднике, понял. да, мы на Еруде, а вот Сафрудник. Вот там. Там она жила. Северо-Енисейский район. Северо-Енисейский район, совершенно верно. И вот говорит, пока еще, говорит, Жозеф живой был, ее отец, мы, говорит, жили семьей, там по дому в Бергамаке. Мать еще была. Потом мать померла, значит, ага, они продолжили там, значит, жить уже. Уже дочери стали впрягаться в хозяйство, она уже тогда начала взрослеть. А потом однажды приходят чекисты. Жозеф Тот, а он уже фамилию на русский манер Тотов, Оф добавил. Жозеф Тотов. Да, это я. Фронтовик Первой мировой, ну, зачитали там. Как она вот вспоминает, они вот зашли в порог здесь. Вот. В общем, один зачитывает, Жозеф, что вы, значит, согласно указу, не помню, там, не знаю, какой указ, в общем, это интересно было. В общем, согласно такому-то указу, вы должны быть депортированы обратно в Австрию. То есть на родину, откуда вы когда-то пришли, значит, пошли воевать на 2014 году. Вот. А он-то уже тут обрусил. Да, ну как обрусил. Да, обрусил по сути, конечно, и у него дети, он говорит, куда? Он говорит, ну детей нет, вы должны одни. Детей вы должны оставить. Он говорит, послушайте, а как же так? Ну это же мои дети родные. Это же все официально, я же здесь жил, вы же мне не говорили ничего. Да, я был пленен, значит, в ходе там сражений, где там, ну, где-то в Брусиловском прорыве там, значит, ага. Где, значит, ну как, ну а детей-то я куда, говорит, дену? Нет, такой указ. А он же как указ четко соблюдает, как робот человек. Ну прояви ты на месте человечность, ну кто тебя проконтролирует? Это в принципе у нас же как? Это ведь не зря. Это на самом деле вот многие ругают. А я считаю, что это большая возможность, что исполнение жестких законов как бы ну, компенсируется их неисполнительностью, да? Здесь есть такой, знаешь, какой подводный камень. Очень интересный. Не то, что не нужно исполнять. Ты исполняй закон. Но у тебя как бы есть такая ровненькая площадочка твоя, где ты можешь именно повернуть в свою сторону. Вот сказали бы, давай оформим детей, забирай с собой, и уехали бы они, допустим, туда. Если его здесь нельзя оставить. Это можно было сделать, в принципе, никто бы не проконтролировал. Так же, как я хотел в полисе 9 месяцев, 2 года отработать. Ну, там были конкретно такие, как Швонер, помнишь, в «Собачьем сердце»? Вот такие там были ребята. Видать. Это какой-то позор? Это какой-то позор. Я там не был сам лично. Ну, так уж, фигурально выражаясь. Почему он, говорит, собрал котомку, все мы там убрали урожай, он все подготовил нам, чтобы мы жили некоторое время. Пошел, говорит, к матери на могилу с этой котомкой, просидел там, говорит, весь день до темной ночи. Пришел заплаканный весь. Вот ночь с нами переночевал, на утро, говорит, нас всех обнял. И больше она его не видела. И пошел обратно. И больше она его не видела. До 41 года письма шли из Австрии. А оно все нахуй. Ну, понятно. Так ему уже 41 сколько лет-то было? Ну вот, допустим, если ему в 14-м было около там 23-24, может быть, лет, ну он как уже был, как это, ну, считай. Ну письма-то шли еще. Так потом интересовались, я думаю, может он
Фольксштурм попал, где он там жил? Мы же не знаем, где он там конкретно жил после. Германии. Да, в Германии. Или в Австрии. Вот Фольксштурм, это же было, я вот не могу сказать, это Фольксштурм, народное ополчение. Фронтовиков Первой мировой брали. 45-й год, они еще крепкие мужики были. Ну, то есть, вот я видел, видео смотрел. Там уже, да, лица-то взрослые, понятно, со шрамами, с это самое, с сединой, но они еще дядьки-то вполне могли. Ну, короче, кто в Первую мировую служил, тут и во Вторую. Их Фольксштурм, да. Ну, не во вторую, не сразу, а уже когда, под конец, когда уже поняли, что им пиздец там всем приходит. Вот, и это самое. И ну я не знаю за Фольксштурм, я так предполагаю. Говорю, если потому что потом связь потерялась, куда он делся-то? Ты-то, говорю, живая, бабуль. Значит, он мог тебя найти. А после войны, вообще, еще до войны, как-то писали, еще там было, там некогда, а потом все. Если, говорю, попал в Фольксштурм, погиб где-то. А что его погиб? Выкинули за ноги, гнить на свежем воздухе, и все нахуй. Не найдешь, не опознаешь ничего. Неизвестный солдат. Не всегда, не все, вот такое дело могло быть. Ты понимаешь, как судьба, вот сапожник простой, никуда не хотел, ничего, не вот мобилизация, вот это самое, вот сюда, вот там, вот Омск, Бергамак, вот дети, семья. Тут опять, говорит, пошел нахуй отсюда, выгоняют, значит, детей оставь. Ну как, вот судьба. А прадед по отцу, Дорофей Спиридонович, я его лично не видел, но он жил при мне, я уже был, существовал. И он, прадед, да? Он дед моему отцу, да. Там был такой прикол, кстати, батя же мой в милиции работал. Он жил в Ачинске, по-моему, Дорофей Спиридонович. Два креста георгиевских у него. Даже фронтовой эпизод, у меня остался его фронтовой Первой мировой. То есть два моих прадеда друг против друга воевали в Первую мировую. Даже эпизод такой был. Это он рассказывал моему отцу, Дорофей Спиридонович, не австриец который. По австрийцам мы поговорили. Вот вернусь к австрийцу. Почему бабушка-то? И вот он уехал, она в 14 лет одна, потом война началась, вот она сварщиком, значит, как уж они здесь оказались, я вот сейчас не могу сказать, не помню этого, в Сибири, вернее в Сибири, вот они и были в Сибири под Омском, но еще севернее, вот Севернейский район. И я вот один раз, я, говорит, по 14 часов, говорит, рабочий день, один раз я, говорит, проспала, а как работа? Весь день, ты, говорит, она делала снаряды, там поточное производство, то есть и вручную варишь эти лепестки. Она очень четко делала все. Вот у нее что было, ответственность этого. Ну, бабушка была, конечно. Она всю жизнь сварщиком проработала или Нет, потом? нет. После войны она потом швеей, она цветы выращивала, тюльпаном вообще занималась. Угу. Но она закончила всего, по-моему, 3 или 4 класса. Я уже будучи там в 3-4 классе, но я никогда, кстати, у меня не было этого хамства, я никогда не смеялся. Вот, допустим, она пишет такую записку. Лампочка. Знаешь, что бывает, ну, лампочку сгорело, стекло аж лопнуло, а там цоколь остался внутри, оголенный. Надо это. Она не знает, как это. И пишет там, допустим. Лампочка сгорела, цокол гол. Цокол, ну то есть цоколь оголенный, то есть видно, что человек неграмотный. Ну, Она написала плохо. Так ты классно. Всю жизнь, говорит, мечтала, говорит, учиться и, говорит, и быть учительницей, в детстве, что, видимо, ей это не хватало комплекса компенсировать, что вот. А жизнь заставила быть сварщиком, потом выживать всю жизнь. А Дорофей Спиридонович, который наоборот с нашей стороны воевал, два креста георгиевских. Там эпизод рассказывал такой Первой мировой. Подошел, говорит, наш полк. У него полковая фотография, отец, говорит, я, говорит, видел, в Ачинске, говорит, к нему приезжал. Полковая фотография. То есть кто после сражения того выжил. Там медсестры, полковой священник, все там, в общем, в куче. И вот он уже, говорит, будучи дедом, он каждого называл по имени, отчеству и по фамилии. Он помнил всех до одного на этой фотографии. Это народы. Ну и это. Полк наш, говорит, подошел на пополнение. Простояли там сколько-то в бой, пока, говорит, не шли. Потом 2 дня, говорит, проходит, только мы подошли, через 2 дня еще, говорит, пополнение вливается в наш полк. Начинаем знакомиться с пацанами.
Это, наверное, году в каком? Ну, в 15-м, в 1915-м, наверное. Может, ну, вот как раз самый такой разговор, может, 16-й. Начинаем, говорит, знакомиться. О, земляк мой, с деревни. Ну, знаем друг друга, как мы с тобой, да, вот, допустим, там, с мячиком, царство небесное, с другом нашим погиб, с Гулем, да, много уже людей ушло туда, звездно. Вон ковш большой медведица. Ага. Ну, мы тут с ним давай вместе. А он на гитаре играл, Дорофей Спиридонович. Ой, говорю, на гитаре, фу, господи, на этом, на гармошке играл. Это как бы история же нашей страны в частной семье. Значит, ага. Ванька дома, Мань, перерасскажу. Он на гармошке играл, Дорофей. В окопе сидим, говорит. Только, говорит, курим. Ванька дома, Маньки нет, Манька дома, Ваньки нет. Ванька дома, Маньки нет, Манька дома, Ваньки нет. Чемоданы, говорит, бросают австрийцы. Живет, колышется фронт. 20 лет Дорофею. Живой останется. Еще дети будут, долго проживет. Почему пополнение пришло? 2 дня вот земляк. Они с ним здесь вместе, значит, Ванька дома, Маньки нет. На гармошке исполняют. Пошли в бой. Лестницы на бруствер, по лестницам полезли. Это еще помню, говорит, вот спины вылазят первые. Я, говорит, полез. Те уже за бруствер мелькнули встречать свою судьбу. Начинаются разрывы, обстрел страшный, тяжелейший. Я, говорит, лезу, говорит, по лестнице, говорит, вылажу, бегу. Так это все, говорит, как-то, говорит, такими рывками, говорит, ну это не передать. Рассказывал отцу. А батя мне подавился чаем. Ага. Олежка одно. Еще старались держаться с земляком, говорит, вместе с этим, с коим встретились тогда. Бежим, говорит, вместе. Начинают разрываться над головой шрапнельные снаряды. Оттуда бьют с позиций. В небе эти взрывы. И как шум такой над головой. Земля вокруг. Шарики. Снаряд залетает там. Трубка, да, он поджигается, там этот запал трубочный. Ну, внутри снаряд выставляет его, сколько там трубка, сколько. Херак, он там взрывает. И шарики. Нет спасения. А тогда еще касок не было. У немцев тоже, наверное, были эти. Куда? Только бежать, как доведется. Земляк бежал, говорит, чуть впереди и слева. Смотрю, говорит, замер и на бок упал, говорит. Я, говорит, подбегаю к нему, переворачиваю. Шрапнелина в голову, глаз один вылетел. Кровь из носа, изо рта с ушей хлынула. Он там что-то пытается руками что-то тянуться, за меня что-то силиться подняться. Короче, все. И здесь же все обмякло. Ну, быстро так. Я, говорит, там забрал, что у него было документы. Бегу, говорит. На бегу, говорит, слезы утираю. Окоп, шитый досками, говорит, врываюсь, говорит, этот окоп аккуратный немецкий. Вот так, говорит, бегу. Ответвление направо одно, значит, и вот прошли его, значит, вот направо, говорит, ответвление, там колотит пулемет. МГ-08-15 я потом его прочитал. А у них же тогда винтовки были, автоматов не было. Пулемет ленту дожевывает. Я как раз, говорит, из-за угла выскакиваю. А окоп в полный рост, там такие ниши, в них залазишь и оттуда стреляешь. Из ниши выпрыгивает немец. Да невысокий такой парень, молодой. А сразу за ним уже тупик. Все. И тут я, говорит, с винтовкой, со штуком, он, говорит, меня увидел. И назад бежать. Прыгает на бруствер, выскочить. Я, говорит, начинаю бегло по нему садить. Все, короче, весь магазин высадил. Все 5 на сляд. Попал. Выскочил, убежал. Может быть, ну винтовка шьет, он прошила где-то, ну,
Да не, винтовка, если прошила бы, он бы уже вы никогда бы не Ну увидел. и почему? Нет, старик, ты ошибаешься. Мгм. Рассказывай, отступаем от всего, рассказывай историю. Канал есть на ютубе про полицию. Канал есть на ютубе про полицию. Мгм. Почему изобрели вот эти вот, почему калибр сделали 9 миллиметров и навеску пороховую сделали не как у винтовки, а меньше? Сила этого удара у пули уже серьезная. Когда пуля летит с огромной скоростью, она прошивает тебя, у тебя только гидроудар внутри, тут потроха подлетают, собираются, и все уже разбито, ты упал нахуй. Не по месту прошло, не по органу. Удара нет. Еще атакующий с 7 шагов тебя мог на штык одеть. Он уже по сердцу даже, говорит, прилетало. Пробило, он еще по инерции, тебя на штык одевал. Вот про полицию канал. Полицейский американский. В общем, не знаю в каком районе, может в Мичигане, может где-то там еще, значит, ага, там много. Такой дом, ну, знаешь, американские домики. В общем, какой-то негр. Картонный. Какой-то негр. Говорит, афроамериканец, да негр. Ну. Я ничего против. Ну, в Китае, Китай, все равно негры. Короче говоря, негр. Афроамериканец. Я не знаю, что он, какой он там роготряски обожрался. В квартире прямо. В общем, он там чего-то нажрался, накурился по ноздрей. И всю семью разогнал везде. Кто в шкаф, кто под шкаф, кто на люстру, кто под кровать. Он с этим, с ножом для резки бумаг орёт там обдолбанный, ходит в убьюшке. Ну, все, полицию вызывать, все, фляга потекла у человека. Ага, вот ты говоришь, пули. Должна, ага. Полицейский. Не реагирует, они ему там оружие орут, микрофоны, выходи, мы тебя сейчас убьем, если не выйдешь. Мазафака, пошли нахуй, там всех перебью. С ножом, с ножиком для резки бумаг, орет там. Так его слышно, он там орет, аж с двойным стеклопакет слыхать, он там орет, он с ума сходит. Полицейский, там камера снимает, полицейский, значит, залазит на балкон, достает свой глок, ну, глоки у них австрийские. 9 на 19, так там пуля не просто овальная, как у МП-40 у пистолета, повторю, а там пуля, как у Полева, знаешь, с ямочкой экспансивная, там они еще всякими вот такими заворотами, вот с такими всякие там пули. Ничего не помогает, понимаешь? Вот до метра 4 там до этой двери этот, видать, увидел, что там полицейский залез. Открывает с ноги двери, выскакивает с кухонным, говорит, с ножом для резки бумаги. Полицейский в него буф, 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 буф. Магазин 12 патронов, дуф, 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 дуф. Он добегает до него, еще его по трафарету расписал этим ножиком, только потом грохнул. То есть, понимаешь, сила останавливающая. Вот. И он этого тоже, Дорофей, бац, бац. Так вот ты говоришь, что пуля, останавливающая сила должна быть мощной. Ну, это в этих. Самая мощная останавливающая сила у гладкоствольного охотничьего ружья, Тупая пуля. не в этом, 12-го калибра. Ну, По-моему, я не знаю сколько, я может быть... 16 не останавливает, конечно. Почему? 16-го, но тоже самое, но 12-го, ну там тяжелее. Мгм. У нее нет сверхзвукового полета. И летит в тебя 32 грамма свинца. И свинец плющится, он еще шире становится. Она не пробивает, она если тебя пробьет на вылет, то она уже пуля кусками вылетит. Я видел пулю 12-го калибра из-под Сахатова. Я даже не понял, что это пуля, это какой-то свинец размазанный. Там вся энергия, удары гасятся в теле, валит сразу, уже не встанешь. Вот самое мощное, почему оружие применяют. А тогда что тебе винтовка? Вот 5 патронов. В общем, он со станка снял пулемет этот, подавил точку, значит, ага. Ну вот у него 2 креста георгиевских. И вот так в семье получилось. Вот это я хотел тебе рассказать. Я тебе об этом не говорил, но вот я тебе сейчас об этом рассказал. Интересная история. Просто на... Ты из каких кровей-то получаешься? Ой, Руся, у нас... Австрийских. Кстати, я тебе хочу сказать, вот эту вот дошку я шил, доху, вот этот гуранчик, вот то, что вот я шил. Почему Это, гуранчик? ну я называю так, ну на гурановую шкуру похож. Гуранчик называю. Это. Я же не учился этому ничему. По кости резать я не учился, рисовать я не учился, по дереву резать не учился. А вот эти все ремесла, ну я так себе сам говорю. Предок мой, прадед Жозеф, шепнул мне ремеслишко, и как-то вот мне передалось породу. Мы все намешанных кровей. У меня получается Дорофей Спиридонович, который в Первую мировую, они откуда-то из-под Чернигова вообще. Получается, это с Украины. Этот австриец, есть поляки. Эти родственники, они всю жизнь в Сибири прожили, то есть они русские. Это все вот так вот смешалось.
А я родился вот здесь, на Ангаре. И я впитал культуру, и я всю жизнь любил культуру народов Севера. У меня, кстати, варган есть. Ха-ха-ха-ха. Хорошо. Сейчас я буду побрянькивать. Да, надо побрянкать. Это. Важно кровь. Ну, слушай, а помнишь «Мастера и Маргарита», когда Воланд-то говорит: о, вопросы крови, самое Я никогда важное. ее не читал, вообще не смотрел даже. Ты не смотрел? Ну, их вот я смотрел только в исполнении, вернее, ну, неправильно уже говорю, в исполнении. В общем, Олег Басилашвили, обожаю, я его обожаю. Потрясающий актер и, по-моему, человек порядочнейший. Нисколько в этом не сомневаюсь. Вот он играл Воланда. Вот эта серия мне понравилась. Как сыграно, как сказано, вот он Воланд, понимаешь? Вот на него смотришь, он Воланд. Все, вообще без вопросов, без всяких. Вот у меня клюка такая. Давай-ка еще полежка бросим. Одну бросай, конечно. Ну, вот у нас мокрецы поедают. Мокрецы. Сегодня зашли это, да? Куда? Ну вообще, вот сегодня комар. Вчера его не было, сегодня... Слушай, сегодня комаров много вообще. Почему так? А вот тоже, видишь, Кусали вообще на- просто. на погоду. А иногда я Вчера замечаю... такая же погода была. Нет, нет, подожди, Русь, нет, подожди. Это для нас такая же, а для них другая. Они-то чувствуют тоньше насекомые. Ну, я... Так а весь Раздольнинск, весь Матыгинский район. Это все вот перемешано, все народ. Приехали. У нас в Раздольнске сколько было немцев сильных. А у тебя нету никого, родни? Ты до которого колена помнишь, родни? Ну вообще, получается, материнская линия белорусы. А, Ну, ты как же, они белорусы, подожди, получается? ты же в Брянск ездил, у тебя же там были. Нет, я не ездил. Меня возили маленького, я еще не помню. Ну я понимаю, ну, что тебя возили, что не ты ездил сам один маленький, поехал. Не, ну 2 года, наверное, ну получается возили, да. Ну, конечно. А по отцовской линии, да, у меня поляки, короче. 5. Так что вот, тоже, родился тоже на Ангаре почти. В Сибири нет такого понятия. Это вот сейчас мы можем сказать, кто что коренные, что вот мы все вот перемешались. Наши-то предки все сюда пришли, кто австрийцы, кто поляки, кто с Украины, кто там, значит, с Белоруссии, кто там с Карелии, ну, в общем, поморы, там, ну, кто угодно, с Москвы. То есть, ну, пришли сюда, в Сибирь. И здесь родились. А раньше-то в Сибири, это же до Уральских гор было неизвестно, покуда и Ермак Ну, Тимофеевич. Называли страна мрака, то есть не знали, вообще не представляли, карты не было. И здесь жили коренные народы, тунгусы. Поэтому мы, конечно, а мы сейчас вот кто родились, мы уже коренные, мы уже эту культуру впитываем. Но опять же, тоже культуру впитываем. Вот, приехали. Это вот, это мы сегодня убрали здесь все, стало чисто, видишь, у нас нет ничего. А мы приехали, здесь была помойка. Вон у нас мешок с мусором. Зато как приятно сидеть. Так вот именно. Не в помой, как они сидят. Ну ладно, это. А это вот и есть культура. Не обращает человек к нему. Он может быть, понимаешь, в чем, что обидно? Он может быть человек, как человек, замечательный. В обиходе, в общении, в беседе, в делах. На него можно будет положиться. А вот он, допустим, банку пива выпил и за борт бросил. Ну, для него, он даже не то, что он это сделал там, я сейчас напакощу. Нет. Он не хотел ничего. Просто у него нету этого, понимаешь? Ну, вот и все. Ну, вот паут тебя кусает, он же тебя не со зла кусает, но ему крови надо. Он паут. Паут. Вот и здесь так. Да, сегодня таковая. Вот эти мелкие слепни особенно. Страшная штука. Когда жалит прям вообще. Поиграем маленько. Я когда первый раз услышал Минут варган, 5 послушаем. варган я был маленький, я его первый раз когда услышал, меня эта музыка сразу запала. В общем, какой-то был фильм, у меня детство же раннее, оно проходило еще, ну, будем говорить, в атмосфере 50-х годов.
У баб Клавы игрушек не было, Мадыгина. Ничего этого не было, как на 80-е. В общем, детства не было. Современное. Ну почему? Детство было наоборот. Оно проходило просто в атмосфере другой. Книжка была. Там, в общем, если пулеметчик, то он за Максимом лежит. Если на самолете, то он летит на винтовом самолете. Я думал, что сейчас так же и летают. Ну, тогда, в то время, что на винтовом летают. Ну, как Онода, помнишь, японец Онода на островах, он там этих воевал, в общем, с Америкой, когда с Японией, Вторая мировая война. Их они куда-то там, в общем, забились в джунгли с отрядом. Не знаешь эту историю? Это вообще, это на 1 на миллион история. Ну, расскажи. Японец Онода, солдат японский. Вот их было, по-моему, 4 или 5 человек. Они от американской армии там в джунгли забились. Потом там бои, значит, прошли. Но это не Мидуэй, не атолл Мидуэй, это где-то, ну, где-то в тех местах. Ну, кто историки, там, ребята, они могут знать. Это самое. А ну куда деваться? Они же присягу дали. Императора был Хирохито у них. Они дали присягу на верность императору. У них это было самурай. У них было это четко поставлено. Это вояки, конечно, настоящие. Ну, в то время. И они продолжали в джунглях жить и воевать. В общем, закончилась Вторая мировая война. 5 лет проходит, а они в джунглях на острове на этом огромном живут. Там какие-то филиппинцы приехали, построили какие-то деревни, давай их грабить, на них С бамбука. они, значит, в общем, эти все товарищи его погибли. Онода 30 лет воевал после Второй мировой войны. Последний японский солдат во всей этой снаряге, уже шитой на 100 рядов, латаной, не узнать. Арисака — это его винтовка. И вот он 30 лет. Ему с микрофона летали, орали. Солдат японский, ты приди в себя, война кончилась, ну еще 10 лет назад. А он допустим. до сих пор воюет. А он думал, нет, это пропаганда. Это пропаганда. Император не мог сдаться. Наше солнце восходящее, Хирохито. И он продолжал в джунглях там исполнять. Прятался. Он говорил, вы, говорит, много раз, говорит, меня бы могли поймать. Потом уже, когда он вышел в люди, у нас там была, говорит, хитрая система сделана, подземелья они там строили. Вот, как вьетконговцы, таким же образом. И вы, говорит, по нам проходили прямо, мы, говорит, видели вас. Но мы, говорит, не стали в бой вступать, потому что мы в меньшинстве, мы понимали, что мы не в том положении. Мы лучше потом вас будем это. Ну и, в общем, вывел его в люди вообще простой японский парень, какой-то журналист. Он узнал эту историю, приехал и просто начал ходить и орать по острову. Ну, не знали же его имя, по-моему, тогда. Может, знали. Но, в общем, он его орал и звал, выходи. И к вечеру он вышел. Они сели у костра, он ему говорит, ты что прячешься, дед? Война кончилась 30 лет назад. Ты полетишь домой на реактивном самолете. Он говорит, что такое реактивный самолет? Они-то еще на винтовых, на заротом на этих, ну, то время. И вот целая церемония, он говорит, я так просто, я, говорит, ну, он поверил ему, пацану, этому, что да, я, говорит, наверное, что-то гоню. В общем, приехала, его снимали, это все записано на камеру, на кинокамеру в то время. Это какие года? Ну, пускай чуть ли не к 70-м там он вышел. Ну, давай посчитаем, 45-й, 55-й, 60, ну, где-то 75-й год. Вот. Еще на кинокамеру снимают, там все, приехала делегация на самолет. И вот он выходит, мне, говорит, нужно официально сложить себя. Я не могу просто так вам сдаться, мне нужно официально сложить, что вы приняли мою капитуляцию. Ну, как у них положено было. То есть, понимаешь, он остался с этим. И у него, по-моему, был какой-то клинок, ну, может быть, не катана, но какой-то кинжал тоже такой. И вот он официально там, значит, все, там это самое, принимают. А он говорит, я могу, говорит, сдаться только, говорит, своему командиру. Я больше, говорит, сдаться никому не могу. Где мой командир? Да. А командир уже 30 лет какими-то овощами торгует на рынке. Уже война прошла. Вот этого нашли чувака, привезли его, он его узнал, и вот он ему только там официально сдался. Все. Короче, он ненормальный. Нормальный. Но ненормальный. Нормально. Ну, вот такой. Ну, как бы, да. 50 лет еще в жутках бегал. В Окинавской Вот, да, где-то там. конференции своей. И он, получается, сдался, да. То есть все. И потом он говорил, что он женился, потом он что, потом детей оставил после себя. Вот так.
И он говорит, я, говорит, если бы знал, конечно, я бы, говорит, вышел. Но я, говорит, не верил. Я думал, это все, говорит, американская пропаганда. Мы, говорит, должны сражаться за нашего императора. И это, конечно, вот так вот вроде живешь, да, вот то, все, а вот глянь вот в историю человеческую, сколько людей. Однажды-то вообще, ой. Ну какой-то... Не который мне Карифан рассказывал? А, Ну, получается, на лошади человек едет. Водички остановился все, попить. все. Вообще, расскажи историю вот эту. Ну, интересная же, блин. Ну, у нас этот разговор зашел случайно, после одного случая. Это в армии. У меня друг был в армии. Башкир. Ну, вот это вот, это конечно, друг человечище. Рисует. И вот он рассказывал. Говорит, ну, он в каком учился? Я сейчас уже точно не воспроизведу, но пускай там. Серега, дай этот термос, а? Ага, сейчас, вот, давай чайка попьем. В классе в 5, наверное, он учился или тут. В общем, там две дороги. Они в деревне в Башкирии, там тоже лес, тайга, там, ага. В деревне, значит, они в Башкирии там где-то, значит, ага. Была, они же на лошадях тоже, у них традиция. Была конная дорога. Она шла напрямую, 50 километров, как раз конный переход. Ну, он и в Сибири. Ага, да. Он и в Сибири, давай попьем чайка. Он и в Сибири такой конный переход, где-то 50 км. В общем, 50 километров дорога шла. И она, получается, идет через такую седловину, через низину. Заболоченная седловина. Ну и лес вокруг, чернолесье, значит, такой, ага, дремучий. Потом, когда стали на автомобилях ездить, значит, на мотоциклах, прочее, сделали дорогу обходную через эту низину. Заасфальтировали все. Чайка погоняем. Ага. Хорош. Да. Сделали такую дорогу. Дымчик. Все тебя. Как муху выгоняет тебя. Да не говори. Так. Куда фига туда дым. Ну, и что? А эта дорога прямая осталась, и она продолжит быть конной, потому что, ну, зачем ехать коню-то надо напрямую, ему проще 50 километров. В общем, дядька у него по старинке все на лошади двигался. И вот однажды, ух ты, мать честная. И вот однажды сплю, ну это летом было, это каникулы, значит, были. Ну, то ли в 5 классе, то ли в 6 учился. Ну, в общем, я уже сплю, говорит. Ночь, там около часа, там, может, около часа, около 2. А дядька был в райцентре, они-то жили не в райцентре, вот в райцентре как раз по этой дороге ехать к ним. И он решил с вечера выехать, дядька. В общем, я, говорит, сплю. Малой рассказывает, сплю. Просыпаюсь от того, что какой-то идет такой напряженный, возбужденный разговор в кухне. Ну, слышу по голосу, дядька приехал. Ну, пока еще лежу, говорит, по инерции. Ветер. О, ветерок пошел в вышине. Верховой, да? По кронам, да, верховой. Но это такой, это не ветерок, это бриз такой верховой. Здесь много осина, тополь дрожащий. И она поэтому она воспринимает любой, даже ветра нет, она уже потрясывается. Еще березка. Такой, это бриз, это не ветер, это бриз. Небо чистое. Там маленько что-то, посмотрим. Значит, ага, я, говорит, в общем, слышу, говорит, какой-то напряженный такой, сквозь сон, напряжен, ну и слышу, разговор не прекращается, и слышу, дядька приехал. Ну тоже, говорит, интересно стало, я уже проснулся, встал, зашел в кухню. Сидит за столом дядька, совершенно потерянный, какой-то взъерошенный весь, какой-то кто-то. Просто ломани мне хлеба, а он сзади тебя на столе. Да дай мне, я сам ломану. Ломани. Ну, это самое. Ты любишь хлеб, чай с хлебом-то вообще? А, с детства. Ничего не сделаешь. С детства?
Держи, братка. Подожди. Давай. Я, говорит, захожу в кухню. Дядька совершенно потерянный, постоянно возбужденно. В общем, он рассказывает такую историю. Выехал я, говорит, вечер из райцентра на лошади по старой дороге к деревне. Я знаю, что мне торопиться некуда, думаю, ну, чтоб лошадь не гнать, идем спокойно идем. В общем, я, говорит, в седле придремал. А он по этой дороге ездил часто, и там внизу, где вот эта болотинка, там тек ручей, ну, заболоченная низинка такая, не была заболоченная низинка, ельник, чернолесье. Там я обычно спешивался, набирал воду, ну, если это лошадь пила. Так было и в этот раз. Я немножко, говорит, в седле, говорит, придремал. Лошадь. Я проснулся. О, уже в седловинке. А уже ночь, уже лошадь же идет долго. 50 километров там долго. В общем говоря, уже ночь там, ага, все. Луна. Говорит, хорошо, говорит, помню, что тут при лунном свете видно хорошо. В низине вот этот туман. Ну, это место. Я спешиваюсь, в седельной сумке достаю, говорит, флягу. Спускаюсь к этому ручейку, это такой качкарник, и деревца сухие, ну, болотинка. Начинаю набирать флягу. Лошадь, смотрю, не подходит пить. Обычно подходит. Что, дескать, не подходишь пить? Да, ага. Нервничает. В общем, лошадь не подходит. Я, говорит, набираю буль-буль-буль. И вот так краем глаза. Но я сразу-то не обратил внимания. Качкарник. Какая-то куча здесь такая вот. Я вижу какое-то, говорит, движение. Краем глаза, говорит, поворачиваюсь. И вижу на такой среди вот этого качкарника, вот этих деревцов сухих, елочек, значит, в болотинке. В общем, сидит баба. Худая, голая баба. Волосы как копна. И уж такие. Глаз я, говорит, не вижу, потому что тень так падает. Ну, вот луна, все равно глаз-то это, такие как впадины. Просто сидит и на меня смотрит. И у нее не когти, а просто длинные ногти. Далеко сидит вообще? Длинные ногти. Ну, я не могу сказать, я там не был. Ну, так вообще. Как он рассказал? Ну, раз он ее вот так вот рассмотрел, как описывает, значит, недалеко, рядом. Он Ну, так же, как я тебя вижу. ну, понятно, ну, понятно, что они не лобызали с ней там. Ну, пускай метров 10 там она сидит. Я, говорит, смотрю, и сразу такое состояние, как током меня прошило, как ватный сделался. И я, говорит, пошевелиться не могу. А фляга тем временем продолжает булькать, набираться. Смотрю, и она, как замерев, вот так вот просто сидит и все, ничего не делает. А потом, говорит, в какой-то момент вот так вот делает как-то головой, так показывает, дескать, иди сюда. В этот момент я, говорит, пришел в себя сразу. Я забыл про эту флягу. Вот я уже, говорит, скачу на лошади. И скачу так, что у меня свист в ушах. Я, говорит, аж на нее лег, чтобы ей легче бежать-то. Встречного ветра не было. Давай, поворачивайся, эта баба бежит в тумане, говорит. Ее видно. Не догоняет нас, но и не отстает. То есть бежит конкретно. Меня ужас, говорит, обирает. Давай, и хвощу эту лошадь, давай. Думаю, сейчас ей загоню, она упадет, все. Выскакиваем, говорит, из этого тумана, вот оборачиваясь, бежит. Лошадь это храпит, он здесь вся в пене в этом. Мы, в общем, выскочили когда туда из седловины на возвышенность из тумана. В какой-то момент оборачиваясь, нету этой бабы. Я продолжаю, говорит, лошадь эту гнать, полагая, что она где-то здесь. Чуть не загнал, говорит, коня, ребята. Ну, вот он рассказывает, чуть, говорит, в общем, малой, говорит, он сидел, чуть, говорит, коня не загнал. Там это самое, ну, он там конкретно эту лошадь. Потом, говорит, она отстала, говорит. То есть она просто, ну, получается, в каком-то кусочке леса вот этом, ну, да, вот, она... ну вот в этой седловине вот это вот, я, говорит, видел эту историю. Может, это байка просто. Может быть и байка, но эту байку явно рассказал не малой, а его дядька.
Ну, дядька был лютый, я, говорит, его таким никогда не видел. Ему сразу, говорит, налили стакан. Хотя он, башкиры, они, ну, по крайней мере, как я, ну, мы же не мусульмане, не очень это дело уважают. Ему стакан налили, он как из фляжки. И после этого, говорит, он как-то, говорит, изменился даже. Какой-то такой стал задумчивый. По крайней мере, я это наблюдал, говорит, на протяжении всего времени, пока вот, ну, не вырос, там, не отпочковался, так, уже не стал самостоятельно жить, там, в армию не ушел и так далее. Ну, вот такая история. Да. Я тебе хочу сказать, что мне, когда рассказывают что-то, я вот себя ловлю на мысли, что мне не верится в рассказы других. Но когда ты сам с чем-то сталкиваешься, даже вот в обиходе жизни, такие какие-то случайности, вот, например, в частности, ты знаешь, да, в Красноярск, улица Мира, Аграрный университет. Не помню точно, вот там детский мир, знаешь, детский Да, мир? понял, я понял, да. Вот. Дом, это все было когда-то купец Годолов в 19 веке, эти дома, значит, там построили в 18-м, он их построил, в общем, это были доходные дома. Потом это все переходило, вот сейчас там, где вот этот детский мир, это значит детский мир, соответственно, а вот это здание второе напротив наискосок, это аграрный университет. Вот смотри, вот я маленький, мне там 3-4 года. Никто же не знает, что я буду там когда-то подрабатывать охранником. В 2006-2007 году, год я там охранником подрабатывал. У меня попалась вот такая книжка. Не то, что попалась, а у меня она была в детстве, я ее запомнил. Мне ее читали, называлась «Пожар». Красноярское книжное издание. Самуил Яковлевич Маршак, стихи «Пожар». Обложка, как и внутренние страницы книги, сделаны интересно. Они сделаны в виде, ну я не знаю, как это правильно назвать, но будем говорить в виде такой репродукции, как вот, или аппликации. В общем, фотография черно-белая аграрного университета, вот этого, где-то 60-х, 70-х годов. Сама книжка такая темно-синяя, и на ней красными буквами над этим зданием аграрного написано «Пожар». Понял? Да ты сюда подтягивайся, здесь у меня хорошо, я весь мокрецкий в речку выгнал. Никакой удуса нет вообще ночью. Ну все, такая дымок. Под дымком. Сейчас он отойди 3 метра, тебя сожру. Вот такая книжка. Итак, лицевая сторона книжки, детской. Красноярское книжное издание Самуил Яковлевич Маршак. Ну, там внутри написано синенькая тонкая книжка. Фотография, подчеркну, не рисунок, фотография аграрного университета, над которым красными буквами уже написано «Пожар». Открываем страницу, там на это пожарная, на каланче пожарная, и тоже рисунки, и дальше фотографии идут. Где-то там, я не помню, на какой-то из страниц сфотографированы двухэтажные дома, которые были в Покровке. Помнишь, мы их застали еще в 90-е, когда уже студентами были. Вот эти были дома деревянные. Вот я их, они сфотографированы. А у них из их форточек подрисовано, что вырывается пламя, что, дескать, пожар, и там какой-то Кузьма, значит, пожарник, там кота спас, он там чуть сам не погиб. Я еще мальчиком читал, переживал за него, думаю, какой молодец. Вот эти дома сгорят в 90-е, которым огонек подрисован. Я это помню по новостям того времени, Афонтова или какие лишь там были. Аграрный загорится в мое дежурство в 2006 или 2007 году в 11 ночи. И тушить его будут до 4 часов. Подложи себе, ага, Серега. Да, я сейчас надо подшевелить, надо подшевелить. Вот. Сосна горит. Сейчас мы попробуем еще раз это сделаем. Понимаешь, какое совпадение? Книжка. Слушай дальше. Проходит время, я уже давно там не работаю. И году в 14 или в 15 аграрный горит вновь, но теперь уже гораздо жестче, там аж этаж провалился. Я с дрона видео смотрел. Я потом сказал так.
Он еще не раз будет гореть, пока существует эта книжка, грубо говоря, репродукция. Над аграрным написано пожар. Будет гореть, уже 2 раза горел. Один раз разгорался, второй раз конкретно. Первый раз он сел, батя Ионы, Витька маленький был. А он все на мельнице. Это вот на Енисее под Красноярском, деревня Овсянка, стояла мельница. Это, наверное, год 25-й, 1925. Тогда уже была статья за вредительство. А он же раскованный, он там расскажет любому его там заслушать, скажет: о, все, Петр. Петр говорит, приходит там, значит, к местной, ну, сейчас мы говорим администрации, там, а там тогда какой-нибудь муч, ком какой-нибудь, ну, в то время. Я вот, значит, на мельнице, я тут все знаю, ребята, мельницу мне доверьте, будет мука, все планы дадим, все сделаем. Ага, значит. Все, Петр Павлович, давай, вот тебе мельница, руководи. Петр Павлович заезжает на мельницу. Кирогаз, машинка вот эта вот ручная. Там к нему все стричься ходят, он с ними же здесь же льет, здесь же их стригет. А, у нас все на прибаутках, на шутках. Садись, паря, подстригу, стригу долго, беру дешево, с Гаврила в рыло, с дурака пятак, тебя-то так, садись. Такой, ну и чё? Ну день пьют, ну 2 пьют, ну сколько можно пить? А мельница-то работает, надо план давать, а все же деревянное. Короче, мельницу развалили, все шестерни повылетали, плана нет. Приезжает там чекист проверяющий, как дела, ребята, этот с перепоя, Петр Павлович ходит. Ты, говорит, за мельницу не переживай, ты нам еще ведро спирта ставь, мы тебе такую сделаем, лучше прежней будет. А, Это я слышал. Ведро спирта тебе, ведро спирта тебе, 5 лет как вредителю. Поехал Беломорканал строить. Пока строил, жена утонула, мать Виктора Астафьева. По сплавную бону затянула, ехали. Они же как тогда передвигались? Течение, получается, идет на Красноярск же, да? С Овсянки. Они оттуда, я вот, типа, по-моему, или наоборот. Ну, в общем, они оттуда на плоту, а обратно пешком. Или наоборот. В общем, ехали они на лодке, народу много, там это деревянная лодка. Этот тоже был балдой, лодочник. Они опрокинулись, и она плавать не умела, она тучная женщина была. Сплавные боны такие, ну, то есть, как вот плот стоят, там, это самое, обстановка такая-то на реке, она другая была, не часто по-другому. Туда ее затянуло, а ее искали везде, где. Она вон там, пока коса не отпарилась, она коса была, пока коса у нее не отпарилась, она тогда уже выплыла. Вот. А этот сидит там, этот Беломорканал строит, хуеплет это. А он очень любил одеваться, Петр Павлович. Он всегда с иглой, он аккуратист, джентльмен, он аккуратист. В тюке ходил? Все, ну сам, я не знаю, где он это все брал, но он прямо одевал. Единственная фотография есть, вот его можно увидеть, я видел фотографию, вот батя его. Ну там видно, на лице написано все. Значит, такой, ага. 25-й год. 2 года он всего, ему 5 давали, он 2 года всего отпахал на Беломорканале. Ну ему, как сейчас мы говорим, УДО, условно, досрочно, с пометкой, значит, ну не знаю, как это, значит, что, за хорошее поведение, дисциплину, за труд, он там передовой, значит, ага. И ему даже значок дали, что он, значит, молодец по труду. Так он, говорит, оделся там на эти деньги, которые ему дали, оделся, и, говорит, в деревню приехал, этот значок нацепил так, как будто это герой Советского Союза, понял, вот с таким пафосом. И он приезжает, тут, значит, опять пыль до потолка. Гульба, он еще не знает, что жена утонула. Я тут, говорит, маленький там папка, о, да, сынок, ну он там меня полобрал маленько уже, ему не до меня, он же засадил. И привез, говорит, новое слово из тюрьмы. В натуре. И вот у него через каждое слово, говорит, было в натуре.
да ты чё, в натуре? Ой, я говорю, да вливай. Ну, в натуре так было, ну наливай. Потом он уже раскрасневшийся, тут все, разделся, это значок этот у него здесь, он уже там пляшет. Он плясал здорово, вот они, что его батя, говорит, мой дед, ну я, допустим, Виктор Астафьев, к примеру, вот батя и вот мой дед, это оба плясуны, а дед еще в карты играл. А с ним вообще было интересно. Ах, ветерочек. Петр Павлович. Они когда в Игарку уехали, а он картежник заядлый. А у Петра Павловича отец, это вообще, это прадед Астафьев, вот это тоже картежник заядлый, они вот батя и сын. И такой случай. В общем, они уезжают в Игарку. Дед-то уже старый, Яков. Пошел там, как он говорит, ой, говорит, там кисель, он же ничего не изображает. В Игарку едут. Здесь-то вот мы живем, тут широта, там-то север, мать честная. А он говорит, ой, там кисельные берега, реки сытовые, ах, мы там заживем, давай там в пляс, говорит, пошел, ноги-то тоненькие, старый упал, нахуй, пьяный. Бабка говорит, ты меня что, позоришь, говорит, нет. В общем, говорит, все когорты ехали, говорит, это ужас, говорит, я, говорит, приехали. В первую зиму, в первую же зиму этот реки сытовый там лег, в Игарскую вечную мерзлоту вместе с бабкой, климат. А пока мертвый лежал в бане, его сын, дед Павел, это его сын Павел, это дед Астафьева. В бане у него шарит, где у него там что? Что-то должно быть, не может, это хитрый лис мой батя. Картежник старый, такой же, как я, сука. Что-то у него ищет, понял, ищет. И нащупал под подкладкой монеты царские, серебряные или какие там, золотые, там, зашиты, богатства. Он подкладку распарывает, эти монеты вытащил, а там записка. Открывает, а там написано: Пашка, эти деньги мне на похороны, не проигрывай их, стервец. Он ему мертвый уже, нахуй, от того света. Все до копейки проиграл Пашка. Все до копейки проиграл Пашка. Похоронили так, бесплатно, в Игарскую землю. Выдолбили. И я, говорит, потом, говорит, уже пацаном, говорит, на другой год уже, говорит, искал могилы, и все, говорит, нету, не сыскать. А его потом бросил батя там, в Игарке. Он там выживал страшно. Если бы не Кандыба, он подох бы с голоду там. И не было бы писателя, а он, вот видишь. Хороший писатель. Мне понравился Виктор Астафьев, я перечитал всего. Его многие критикуют, ну это кто-то, вот он там не патриотичный, да, бросьте вы, ребята. Вы его жизнь проживите, потом критикуйте. Опа! Мы поменялись местами. Руську что-то задымило. Задымило, прям задымило. В общем, Любит меня дымно. случай такой, как что-то он срок, по-моему, получил лет 10 тогда. Отец Виктора Астафьева в Игарке. Устраивается он на ответственнейшую, на самом деле ответственнейшую должность. Тогда же было как? Перед войной по всем рекам, вот по нашим, по Ангаре, по Енисею и так далее, по всем речкам, в общем, прошел, я не помню, какой-то пароходик маленький, там у него описано, и сказал: ребята, Советский Союз, надо, значит, кормить, у нас внутренние воды очень обширные, очень много рыбы. Ну, видишь как, братик? Да, и? Очень много рыбы, значит, все. Будет у вас теперь, вы все местные живете, вы отличные рыбаки, охотники. Вот у вас теперь будет профессия, рыбак. Вот живешь, рыбачишь, сейчас мы тебя оформляем как рыбака. Хорошая профессия. Платим отлично. Мне сейчас бы так было, я бы завтра устроился. У тебя будет зарплата, у тебя будет В общем, бригады составляйте, каждой деревне. Составляйте сами свои бригады, как хотите. А тогда же весельные лодки. Если лодок нет, дадим вам авансы подъемные, значит, там на лодки, на все. Ну, их, конечно, пропьют, понятно, эти алкаши идут. Но не суть. В общем, вот такое, профессия рыбак. И это было по всему Енисею, по всей Ангаре, это было везде. И вот на тех озерах, а там же озера в тундре, там, на Игарке, в Игарке. И вот по этим озерам всюду сидели рыболовецкие бригады. А это же адская работа. А там же гнус не такой, как у нас. Там вообще жопа. Там мошка, я не знаю, как с размером с паута, наверное, с нашего. Ну ладно.
А его задача, отца Виктора Астафьева, Петра Павловича, развозить по факториям по этим деньги и квитанции, в которых указывается, что вы закрыли сезон, вам обязаны выплаты. Ну и он повез, сел с немцами в Аргиш, несколько нарт, немцы, не немцы, а немцы, народы севера, и поехал по факториям. Ни до одной фактории он с немцами не доехал, завернул куда-то в ближайшее это самое, набрал спирта на эти деньги. До того люто с немцами запил, как он с ними запил. В общем, он пропил все эти зарплаты вот этой всей фактории. И потом-то немцы-то в себя пришли, а этот еще бухой. Они его в нартах к игарке подкатили. И так в нартах в этих и оставили. Прибегает жена, ну и Витька Астафьев, пятиклассник с ней, с мачехой, значит. А папа лежит весь искусанный комарами, в нартах пьяный, завернутый в оленьи шкуры. А по тундре вот эти вот квитанции и оставшиеся деньги вот так бумажки ветром метет. Мачеха надрывается: паскуда, тварь, вставай, скотина, пропил все, ты что натворил, тебя же посадят, мы-то как жить будем? Ой, этот пятиклассник, у меня еще, блядь, на руках дитё течку сосет, мы же сдохнем. А глаза открывает, смотрит на нее. Всем господам по сапогам, нам по валенкам. Да стой ты, дура, мореходов, друг мой верный, клали мы этих урок. Мореходов его там, видать, устроил, ну, дядька. Ну, он еще бухой, клали на урок. 10 лет поехал. Пишет письмо. Письмо приходит из тюрьмы. Пишу письмо, слеза катится. Блять, ёбаный рот. Вот так вот. И вот ты понимаешь, он ведь воевал в Сталинграде потом, Петр Павлович, командиром 45-ки, медаль имел, храбрый человек. А вот такой распиздяй по жизни, он прожил 70 с лишним лет и умер от цирроза печени, потому что он ее пропил. И всю жизнь плясал, плясун был страшный, но никогда не говорил, он же сидел, у него в натуре, он же такой на фене есть. И вот уже, говорит, Витька уже взрослый, уже, будем говорить, в наши времена, там какие там года, 60-е, он уже писателем был, а этот-то уже старый, батя его, 70 лет, печень разваливается, он понимает, что он вздыхает. Я, говорит, его веду по больнице под руки. Ну что, батя, сейчас бы сплясать. Он, не сплясать, а сбацать. То есть у него вот это осталось. Это же было, ну-ка, сбацай что-нибудь. Помнишь, когда Шарапов пришел к этим-то? Да, на рояле. А ну-ка, промокашка, Иван Бортник, гениальный Иван Бортник. А ну-ка, сбацай что-нибудь. Так и я могу. Да, смоги так. Ну так. Чайки так или кто это? Не спят до сих пор? Тихо. По-моему, нет. Что-то у них там какой-то скандал какой-то идет. Цапля. Не-не-не, спорят. Скандальный А, с чайками. цапля к ним ночевать прилетела, они скандалят. Что места мало, вон берег, вон там костер горит, иди к нему, они тебе про Астафьева расскажут. Все, Скандалят. Серега, я пошел спать. Да я посижу еще. Посиди. А, кстати. Так, мне надо будет фонарик. И телефончик.
Река – это вечность. Мы смотрим на вечность, на прошлое и на будущее. Такой река была в прошлом 6 и более тысяч лет назад, миллион лет назад. Такой она будет еще через миллион. И это хорошо, потому что она будет. Лишь бы люди относились к реке уважительно, уважая стихию природы, уважая лицо реки, это ее берега, не плюя, не мусоря, не пакоща. И через это уважая самих себя. А с этим проблемы. Приезжаешь на место чьей-то стоянки и в первую очередь начинаешь в мешки собирать мусор. Банки, склянки. То да сё. Научимся уважать свою землю, родную природу, не плевать ей ни в лицо, ни в душу. Научимся уважать себя. Научимся уважать себя, начнем жить иначе. Я имею в виду в целом, глобально, а не каждый в отдельности. Ох, находились, мышцы болят хорошо, тренировка. Тренировка, 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 тренировка.